Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня, друзья, мы с вами поговорим о пророчествах одной из самых знаменитых ясновидящих – Ванги. Ванга известна по всему миру своими точными предсказаниями, которые, несмотря на годы, продолжают сбываться. В нынешние нестабильные времена, когда мы с вами сталкиваемся с глобальными изменениями и вызовами, ее пророчества приобретают особое значение. В этом видео мы с вами подробно рассмотрим, насколько точны предсказания Ванги в наше время. Мы обсудим ее видение будущего, которые касаются как глобальных событий, так и конкретных стран. Особое внимание уделим ее предсказаниям о России, которые вызывают большой интерес и дискуссии. Мы также разберем, какие предсказания уже сбылись и что еще нас может ожидать в будущем. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать всю правду о грядущих событиях, предсказанных великой провидицей Вангой. Мы поделимся с вами самыми важными и интересными деталями, которые помогут вам лучше понять, что нас всех ждет впереди. Ванга, настоящая Вангелия Пандева-Гуштерова, остается одной из самых известных и почитаемых ясновидящих XX века. Ее предсказания и сегодня вызывают огромный интерес, особенно в условиях современных глобальных изменений. Одним из наиболее достоверных источников, которые содержат подлинные пророчества Ванги, является книга болгарской журналистки Жени Костадиновой, которая так и называется «Ванга». Эта книга стала бестселлером и получила признание за свою объективность и тщательное исследование жизни и предсказаний великой провидицы. Женя Костадинова, болгарская журналистка и исследовательница, посвятила свою карьеру изучению жизни и деятельности Ванги. Ее книга «Ванга» представляет собой исчерпывающие исследования, основанные на многолетних интервью, архивных документах и личных встречах с теми, кто знал Вангу лично. Костадинова подробно описывает жизненный путь Ванги, начиная с ее рождения в 1911 году в маленькой деревне Струмица и заканчивая ее смертью в 1996 году. Книга освещает ключевые моменты ее жизни, такие как потеря зрения в юности, обретение даров ясновидения и становление ее как одной из самых значимых прорицательств своего времени. Ванга использовала различные методы для своих предсказаний, включая астральные видения и интуитивное восприятие. Костадинова детально описывает, как Ванга получила свои видения и каким образом интерпретировала их для своих посетителей. Книга содержит множество подлинных предсказаний Ванги, подтвержденных ее близкими и исследователями. Костадинова приводит конкретные случаи, когда пророчества Ванги сбывались с поразительной точностью, включая глобальные события и личные судьбы людей. Одним из самых известных и обсуждаемых аспектов наследия Ванги является ее предсказание для России. Ванга часто говорила о будущем этой страны, предсказывая великие события и перемены. Ванга предсказывала, что Россия переживет великий взлет и возрождение, которые станут невиданными в истории. Она говорила о том, что Россия станет мощной и влиятельной страной, к которой будут стремиться другие нации. Эти предсказания вызывают особый интерес, особенно в свете современных геополитических изменений. Одним из самых известных предсказаний Ванги является ее видение о конфликте в Сирии. Во время общения с женщиной, чей сын женился на сирийской девушке, Ванга видела ужасные картины войны и предсказала конфликт, который впоследствии разразился в Сирии. Она говорила: «О Боже, вокруг летят камни и плачут люди. Что это? Война? Да, это война, берегитесь». Ванга также предсказывала, что Россия перейдет на новый, более высокий уровень развития. Она говорила о том, что страна станет сильнее и справится с трудностями и будет благоухать как сад. Эти слова Ванги вдохновляют и дают надежду на светлое будущее. Несмотря на многочисленные подлинные пророчества Ванги, существует и множество мифов и фальшивок, приписываемых ей. Некоторые люди создают ложные предсказания, используя
используя имя Ванги для сенсаций и манипуляций. Важно обращаться к проверенным источникам, таким как книга Жени Костадиновой, чтобы избежать дезинформации и понять истинное наследие великой провидицы. Ванга оставила после себя множество предсказаний, касающихся как глобальных событий, так и личных судеб людей. Ее пророчества были поразительно точными и охватывали широкий спектр тем, что сделало ее одной из самых значимых фигур в истории. В истории ясновидения Ванга не только предсказывала будущее отдельных людей, но и делала пророчества для целых стран. Ее видения касались различных аспектов жизни, от личных событий до глобальных катастроф. Часто ее предсказания происходили во время личных встреч с посетителями, которые приходили к ней за советом и за помощью. Один из самых известных примеров предсказаний Ванги связан с женщиной, чей сын женился на сирийской девушке. Во время визита к Ванге она спросила о будущем своего сына и его семьи. Ванга, погружаясь в свои сновидения, внезапно видела ужасные картины войны и разрушений. И это предсказание оказалось поразительно точным. Спустя несколько лет в Сирии действительно разразился гражданский конфликт, который привел к массовым разрушениям и гибели тысячи людей. Ванга смогла предвидеть этот ужасный исход, несмотря на то, что на момент ее видения ситуация в Сирии была относительно стабильной. Ванга часто принимала посетителей, которые приходили к ней с различными вопросами о своей жизни и будущем. Эти встречи были насыщены глубокими и проникновенными видениями, которые она делала с поразительной точностью. Ванга предсказала начало и ход Второй мировой войны. Она видела падение Берлина и гибель Гитлера задолго до того, как эти события произошли. Ее пророчества помогли многим людям подготовиться к страшным испытаниям военного времени. Ванга предвидела и полет первого человека в космос. Ее видения о Юрии Гагарине и его историческом полете на орбиту Земли стали известны задолго до того, как человечество достигло этих высот. Она говорила о том, что люди скоро покорят космос и начнут исследования других планет. Ванга предсказала и множество природных катастроф, включая землетрясения, наводнения и извержения вулканов. Она говорила и о разрушительных землетрясениях в Армении и Турции, предвидела извержение вулкана в Исландии, которое, как вы помните, парализовало воздушное сообщение в Европе. Ванга предсказала и распад Советского Союза, и последующие изменения в мировой политике. Она говорила о том, что великие империи падут, а новые государства будут бороться за свое место на мировой арене. Ванга видела будущее, наполненное технологическими инновациями. Она предсказывала появление интернета и мобильных телефонов, говорила о том, что люди будут общаться на огромных расстояниях, используя небольшие устройства, что в ее время казалось невероятным. Ванга предсказала и убийство президента США Джона Кеннеди. Она видела его гибель в своих видениях и говорила об этом задолго до трагического события. Ее пророчества поразили тогда многих людей своей точностью и деталями. Еще одним значимым предсказанием Ванги было предсказание катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она видела взрыв и последствия радиационного заражения, которые затронули миллионы людей. Ее предсказание было предупреждением о техногенных опасностях и необходимости осторожного обращения с ядерной энергией. Ванга оставила после себя не только массу пророчеств, но и множество загадок и тайн. Одним из ключевых людей, тесно связанных с ее деятельностью, был Тодор Тодоров, ее личный переводчик и помощник. Именно он вел детальные записи предсказаний Ванги, многие из которых до сих пор остаются в личном архиве ее семьи. Эти записи представляют огромный интерес для исследователей и являются ценным источником информации о видениях великой провидицы. Тодор Тодоров был не просто переводчиком Ванги, но и ее верным другом и помощником. Он сопровождал ее на многочисленных встречах с посетителями, записывал ее слова и помогал передавать их смысл людям. Его работа была крайне важна, так как Ванга часто говорила на диалекте, который могли понять далеко не все. Благодаря Тодорову многие пророчества Ванги были сохранены и донесены до нас в их первозданном виде.
Работать с Вангой было и честью, и испытанием, говорил о своей работе господин Тодоров. Ее слова часто были загадочны и требовали точного и внимательного перевода. Я старался записывать все, что она говорила, чтобы потом передать это людям как можно точнее. Тодоров вел тщательные записи предсказаний Ванги. Он записывал как личные предсказания для отдельных людей, так и глобальные пророчества, касающиеся судьбы целых стран и народов. Эти записи стали уникальным документом, раскрывающим тайны видений Ванги и дающим возможность исследователям понять ее дар. Тодоров записал множество предсказаний Ванги о природных катастрофах, такие как землетрясения, наводнения и извержения вулканов. Одно из наиболее известных предсказаний касалось разрушительного землетрясения в Армении в 1988 году, которое она увидела задолго до его начала. Ванга предсказывала и распад Советского Союза, и последующие политические изменения в мире. В ее записях, сделанных Тодоровым, можно найти предсказания о падении коммунизма и изменениях мировой политики. Ее видения о войнах и конфликтах также нашли свое отражение в записях Тодорова. Одним из таких предсказаний было ее видение войны в Сирии, которое она описала с удивительной точностью. Многие записи Тодорова до сих пор остаются в личном архиве семьи Ванги. Эти документы хранятся в строгой конфиденциальности и не публикуются широко. Семья Ванги тщательно охраняет эти записи, считая их ценным наследием, которое должно быть защищено от фальсификации и неправильного толкования. Записи Тодорова играют ключевую роль в исследовании предсказаний Ванги. Благодаря его тщательной работе и внимательности мы можем с вами узнать о многих видениях Ванги, которые иначе могли бы быть утеряны. Эти записи помогают нам понять, как она видела будущее и как ее пророчества воплощались в реальности. Одна из наиболее значимых записей Тодорова касается видения Ванги о будущем России. Она предсказывала великий взлет и возрождение страны, который должен был начаться в 2022 году. Эта запись вызвала множество обсуждений и споров, так как ее точность и соответствие реальным событиям удивляют и поражают. А пророчество великой болгарской ясновидящей Ванги о будущем России всегда вызывали особый интерес и внимание. Ее видения, касающиеся этой страны, предсказывали великие перемены и глобальные события, которые были и должны произойти в России и повлиять на весь мир. Одним из ключевых источников информации о пророчествах Ванги являются записи ее личного переводчика и помощника Тодорова. Одной из наиболее значимых записей касалось предсказания Ванги о будущем России и мире. Ванга, как мы уже сказали ранее, предвидела конфликт в Сирии, который станет началом глобальных изменений. Кроме того, после начала сирийского конфликта международные отношения и баланс сил в мире начал меняться. Россия активно участвовала в регулировании конфликта и укрепила свои позиции на мировой арене. Пророчество о том, что Россию ждет первенство и она останется на века, указывает на долгосрочную роль страны как одной из ведущих мировых держав. Одним из ключевых предсказаний Ванги, записанных Тодоровым, является ее видение о великом подъеме России, который должен был начаться в 2022 году. Ванга предсказывала, что именно 2022 год станет началом великого подъема России. Она видела этот год как поворотный момент, после которого страна начнет стремительно развиваться и укреплять свои позиции на мировой арене. Этот подъем должен сопровождаться значительными изменениями как внутри страны, так и в ее внешней политике. Ванга видела, что Россия станет центром притяжения для других стран и народов. Помимо упомянутых выше предсказаний, Ванга делала множество других пророчеств, касающихся будущего России. Ванга предсказывала, что Россия сможет преодолеть все внутренние и внешние кризисы. Она видела, что несмотря на трудности и испытания, страна выйдет из них намного сильнее и более сплоченной. Одним из ключевых аспектов будущего России, по мнению Ванги, должно было стать возрождение духовности и традиционных ценностей. Она говорила, что духовное пробуждение народа станет основой для нового этапа развития страны. Ванга предсказывала, что Россия займет лидирующие позиции в мире. Она видела, что страна станет важным игроком на международной арене, влияющим на глобальные процессы и решения.
Ванга также видела, что Россия станет центром инноваций и технологического прогресса. Она предсказывала, что страна сделает значительные прорывы в науке и технике, что укрепит ее позиции в мире. Одним из наиболее оптимистичных предсказаний Ванги было видение о мире и стабильности, которые придут в Россию. Она говорила, что страна сможет наладить отношения со многими государствами и будет играть важную роль в поддержании мирового мира. Также одним из самых известных и часто обсуждаемых предсказаний Ванги является пророчество о Владимире, который должен будет сыграть важную роль в будущем России. Это пророчество стало особенно актуальным в последние годы и вызвало множество споров и интерпретаций. Ванга предсказывала, что Владимир поведет Россию к великому расцвету и возрождению. Она говорила о нем как о лидере, который сможет вывести страну на новый уровень развития и укрепить ее позиции на мировой арене. Ты сможешь говорить всей России, из земли России вернуться домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и будет еще лучше благоухать, как сад. Володя поведет Россию, князь Владимир, с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет и перейдет на высокий уровень, пусть соседи ее держатся. Это пророчество вызвало множество интерпретаций. Одни считают, что Ванга имела в виду Владимира Путина, который пришел к власти в России в конце 1990-х годов и с тех пор сыграл ключевую роль в ее политической и экономической жизни. Другие же видят в этом пророчестве намек на будущего лидера, который еще не появился на политической сцене. Одним из интересных эпизодов, связанных с предсказаниями Ванги, является ее встреча с известной российской актрисой Еленой Прокловой. Эта встреча произошла в 1995 году, когда Проклова посетила Вангу в Болгарии. Первый раз Проклова посетила Вангу в юности, когда ей было всего 16 лет. Ванга ей предсказала множество личных событий, которые впоследствии и сбылись, включая трудности в личной жизни и рождение 2 детей. Второй раз Проклова навестила Вангу в 1995 году. Ванга тогда передала ей важное послание. «Через четверть века молчи, не смей никому говорить». Затем ясновидящая перешла в состояние, в котором ее речь была невнятной, но затем стала ясной и четкой. Проклова записала все, что Ванга говорила. Во время этой встречи Ванга упомянула будущее России и роль Владимира. Она говорила о возрождении страны и о ее великом будущем, упомянув, что России предстоит пережить трудные времена, но в конечном итоге она станет сильнее и стабильнее. В последние годы появилось множество слухов и спекуляций о якобы существующей второй части пророчества Ванги о Владимире. Эти слухи утверждают, что вторая часть пророчества предсказывает падение и гибель Владимира, но на самом деле Ванга никогда ничего подобного не говорила. И пророчества Ванги о Владимире и будущем России остаются актуальными и значимыми. Ее видение и возрождение страны, ее лидерство и мировом первенстве вдохновляют и дают надежду на светлое будущее. Встреча Ванги с Еленой Прокловой и ее предсказания подтверждают глубокую связь ясновидящей с будущим России. Важно помнить, что истинные пророчества Ванги основаны на ее уникальном даре и многолетнем опыте, и избегать веры, фальшивки и спекуляции. Наследие Ванги продолжает вдохновлять и удивлять, напоминая нам о том, что будущее можно увидеть и предсказать, если, конечно же, обладать даром ясновидения и глубокой интуицией. Сегодня мы с вами, друзья, погрузились в удивительный мир пророчеств великой ясновидящей Ванги. Ее видение о будущем России, роли Владимира и глобальных событиях, которые должны произойти, продолжает вызывать интерес и восхищение. Мы с вами рассмотрели подлинные предсказания, основанные на записях Тодора Тодорова, и развеяли мифы, окружающие ее наследие. Важно помнить, что Ванга всегда говорила о будущем с верой и надеждой, и ее пророчество о России свидетельствует о великом потенциале этой страны. Ее предсказания помогают нам лучше понять, что же нас ждет впереди, и подготовиться к грядущим событиям. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках и не пропускать интересные материалы. Пишите свои комментарии и делитесь своими мыслями о пророчествах Ванги. Благодарим, что были с нами сегодня, и до скорых встреч!